Тебе, наверное, стул надо было свой взять. Что наделали, это кошмар. Собираются в музыкальную школу, что натворили тут. Это что такое? А ну так делали. Шалаши. Шалаши наделали такие. Да, Ужас. Не, ну надо подушки с пола поднимать. Ой-ой. Снежана, наверное, надо было маленький свой стул принести. Ну, на этом даже Максиму неудобно. Неси свой. Беда. Вот я представляю вам убираться после вашей игры. Повыше? Ну. Ближе, да, надо подвинуть? Снежана отрабатывает новую песню. А почему без нот? Ты ее знаешь так, да? Ты ее выучила? Это я не считала. 3. Еще 17 раз. Ванечка, а ты зачем... Ну, сейчас же в музыкальную школу собираться опять. Привет, моя хорошая. Как день? Включи свет, сыночка. Как день прошел? Хорошо. Давай, у тебя время еще есть вещи свои сложить. Костя пришел перед музыкальной школой. А что ты вышел поздно, что ли? А, включи. А, все. А, я поняла. Папа Ваньку привез, и ты остался в школе. Давай, вешай курточку. Что сегодня получил? Ничего. Дети потихоньку собираться начинают. Мы сами только приехали. Добрый день. Занимаюсь едой. Приехала только домой. Ездили по делам. И дети только зашли. Дети есть что кушать, кушают. А я делаю. Здесь у меня дожариваются. Помните, как-то крылышки жарила. И вот сейчас эти крылышки у меня вот осталось чуть-чуть. Они у меня в морозильной камере так и лежали. В панировочных сухарях, во всем. Были замочены. Такие красивые. И вот сегодня у меня будут котлетки рыбные. Ой, куриные. Также будут крылышки и картошку-пюрешку. Василиса с Ромой уже сидят, чистят. Сейчас последнюю партию начинаю котлетами заниматься. Я сейчас делаю панировочные сухарики из своей выпечки. Делала пампушки. А здесь у меня фарша примерно 5 с копейками. И вот я делаю уже сухарики. Панировочные сухарики, чтобы котлетки обваливать. Фарш у меня просто. Я пожарила лук на сливочном домашнем масле. Чесночок не добавляю вот в эти котлетки. Сюда добавлю яйцо.
Сырой лук сюда не добавляла. И все. И это будут такие котлетки. Еще, может быть, потрут немножечко мороженого масла. Сейчас посмотрю. Может быть, даже и не надо. Сейчас посмотрю по консистенции. Так. Ну, вот этого мне хватит. Сразу все сухарики переделаю в баночку. Сухарики мягкие, нежные, с домашней выпечки, хорошие. И котлетки делать очень хорошо на своих сухариках. Именно на выпечке. Где-то сладенькая попадается. Опять сладенькая. У меня везде сладенькая. Где-то не сладенькая. Шикарные получились сухарики. Да. Сейчас это все помою. Рома с Василисой начистили картофеля. Валера приехал домой. Завтра с Валерой мы идем в военкомат. Приглашают и меня, и его вместе. Все, пожарила я курочку, которая в прошлый раз осталась. Вот она вся на тарелочке лежит. Сейчас. Так, соль, перчик, дай мне что-нибудь. Соль. Все остальное тут. Так. Перчик. Добавлю черного перчика. Там у меня просто фарш, пожаренный лук, блендером немножко перебитый. Перчик. Ой, душистый какой. Соль. Еще чуть-чуть. И все. Больше ничего. Яйцо добавлю и все. Кто? Большой вот тут. Ты что? Ну ты иди сюда, Никита. Василиса хочет там прибираться. Да? Ты нам не мешаешь. Сегодня Василиса дежурит по кухне. Вот со школы пришла. И вот шустрит. Да. Ой, какой воздушный фарш. Маслица много. Лук пережарила на домашнем маслице. И так получилось. Соли чуть-чуть еще хочу. Прям чувствую, что еще надо немножечко. Вот хозяйки, да? Чувствую до такой степени, что, дочь? До такой степени привыкаем готовить, что чувствуем, что мало соли, руками чувствуем, запахом чувствуем. Я вообще никогда не пересаливаю, стараюсь еду. Ну, наверное, никогда такого нет. Ну, котлетки. Уже масло разогревается. С домашними сухариками. Просто фарш. Перекрученная грудка. Немножечко жирка. И лук пережаренный на маслице. Все, больше ничего нету. Все. Так. Мы будем начинать формировать.
Такие вот. Во, какие хорошие. Лить. Крышка, я их закрывать не буду. Пусть они так. А, нет, это от сухарика. Пусть они так пропекаются на маленьком огне. Хотя эта конфорка большая. Соль. Я хочу посолить картофель. Включу. Все. Здесь стой сюда прям. Ой, сухарики какие нежные от выпечки, красивые. Крупные такие, хорошие прям. Котлетки начинают поджариваться. Я никогда котлеты не переворачиваю. Вот если я их один раз перевернула, опять на этот бок никогда не переворачиваю, потому что они тогда в себя много масла впитывают. Я лучше вот так посмотрю, можно переворачивать или нет. Если нет, я не переворачиваю никогда. Оставляю здесь ожариться. Все эти еще не поджаренные. На маленьком огне, без крышки, можно чуть-чуть, ну нет, пусть. Чуть-чуть прожариваются еще. Нет. Принеси мне твой телефон, я посмотрю. Маленьким детям в маленькие кружечки по одной ложечке, хорошо? Ну, как всегда, вы знаете. Да. Что у вас? Где ты гуляешь? По дворам? А что у тебя с телефоном? Не знаю. Ну, давно такое. Какое? Закончились деньги, что ли? Ну-ка, позвони мне. Позвони, то я тебе могу. Позвони. Значит, кто-то вытащил у тебя интернет. Не я. Ну, не ты точно, я знаю. А? Ой, не знаю. Че? Ну, теперь смотри, не пришло тебе сообщение? Так я не поняла, это ты мне звонила? Мне, да. Я тебе звонила. Да. Да нету. Мама. Нет, это вам, смотрите сами, сколько вам надо. Снежа не одну, она не пьет много. А Ванька так тот готов 4 себе насыпать. Нет, мне 3. А? Мне можно 2. 2 только? Да. Мне пришло. Не пришло, Валер, посмотри, почему ей не пришло мое сообщение. Терлинг, включи хотя бы домашний тогда. Ну, у нее был включен сейчас. Я... не работает. Кто? На нем деньги. А что такое КП-линк? А, ну тогда вот этот обычный. Терлинг папа не оплачивал, что ли? А мне почему-то пришло. Ну, да, у нее свой. А почему у меня не пришло?
Да мне кажется, я тебе вот, доченька, нет. Ты мне недавно А? положила. Да, мне кажется, я тебе недавно ложила, да. Да не А у меня смотрит, этого нету. не смотрит она столько много. Я им в последнее время почти стараюсь их занять чем-то, только чтобы они не были заняты. Анюта, где твои... А? А какая страница по-русскому? А по-русскому там 2 слова она прислала прописать, да? Пропишите 10 словарных слов и вот эти 2. Нет. Давай. Вот, хорошо. Сейчас. А я сразу в чистовик напишу. Словарные слова, но только напиши число. Покажи мне на черновике, как ты число напишешь. Домашняя работа, словарь. И тогда только пишешь, ладно? Чтобы было все чистенько. Я сейчас начинаю. Число только на черновик напиши. Число, чтобы я посмотрела, как ты на... Сегодня у нас 25 января. Что у нее? Там есть. Мне папа его закачивал. Что у нее там? У меня телефон есть, мне папа закачивал. Нет у тебя этого. Почему нету? Папа. Папа закачивал. Нет. Снежанка, ты знаешь, мне кажется, ты сама там шурудишь в своем телефоне. Мне кажется, ты 10 раз все поубрала оттуда. Вот ты игры качаешь. Папа-то тебе все сделал. И другим детям. Что ли игры все? Все. Я думаю, у меня вообще ни одной нету. Опа. У папы много, потому что Ваня брал его телефон. Ага. А мне сообщение было. У папы много, потому что Ванечка брал телефон. Иди Все, сына? к Wi-Fi. Смотри, какой есть у тебя косичка. Сына, ну посмотри, пожалуйста. Ну все, она, ну иди. У Анюты, смотри, иди. Снежана, по-русскому. 2 слова я переслала, но напишите. 25 января, домашняя работа, словарь. Напишите 10 слов и те 2 слова. Давай, доченька. Доча, но только буковки все ровные. Ошибок никаких, хорошо? Ну давай, я проверю. Еще где-то целая упаковка таких салфеток. Ну, ты Нет, а вот именно таких куда-то... Ну, я, в общем, прибрала куда-то. Я куда-то, дети, прибрала. Ну вот. Сейчас дети покушали, пока накроем, часа 1,5 пройдет. Сейчас пока приедут наши... Что, дочь? А нам нужно, новую тетрадку довести по-русски. Ты же завела уже. Нет. Ой, Василис, дай. Она вот же заводила, опять против. Куда-то дела ее. Дай ей, доча, новую тетрадку. Немножечко, мне кажется, чай пополнее надо наливать. Я сама не люблю, вот когда так налито. Но если вам нормально, то нормально. А сама вот не люблю. Мне почему-то либо вообще полкружки надо, либо пополней. Дала, да, дочь? Рома, стрижка сегодня в 5:10. Но ты и Максим, наверное, должны будут нет, мне нужен Максим. В общем, сейчас папа приедет и посмотрим. В 5:10 идет Костя. Никита у нас подстригся, идет Костя. Тебя запишу, в другой день, потому что я не знала, что ты будешь дома. Сегодня же рабочая неделя. И это Никита как улаживает хлебушек. А? Ты хочешь идти? Как не успели? Уже на ушах. Уже на ушах. А мне не нужно. 25 января. А что такая буква Р на января некрасивая? А? На января, смотри.
Напишешь в чистовике красиво? Прям четко. А сначала на листочке написать словарных слов или сразу? Нет, словарные слова можно в чистовик. Ну, если ты за себя отвечаешь. Давай. Да. Мама в своем репертуаре. Так. Василиса заваривает вкусный чай. Гринфилд мы пьем чай. Что-то распробовали, то покупали тот. И тут начали покупать разный Гринфилд. Мы его с папой всю жизнь, в принципе, покупали. То покупаем в заварнике, завариваем. Я сама очень сильно в пакетах не люблю чай. Но с детьми очень удобно, правда? Ну вот, все были нехорошие, а вот Гринфилд, он сам по себе такой симпатичный, да, чай? И цвет красивый, и вкусный. Котлеты испытывают наши. Такие вот они у нас ужаристые получились. Красивые, да, ужариваются хорошо, выпариваются. Музыканты заезжают. Максим закрывает ворота. Сыночка, не забыл, что на стрижку сегодня? На стрижку сегодня не забыл? Нет. Давайте. Костя сильно обросший. Ну, Костя, когда все стриглись... Давай. Да, мы знаем. Давай, Ваня. Как музыка? Как в музыкальной школе? Все хорошо? Героически выдержал? Я не знаю. Что-то плохо было, да? Ну, поделись. Чё? А чё? Чё, будет жаловаться учительница? Нет. Нет? Ну и ладно. Давайте, заходите. Музыканты мои приехали. Давай. Мама, сегодня еще сказал репетитор, что в субботу не надо приходить. Какой репетитор? Ну, который... Почему? Потому что мы в пятницу будем по они будут в школе своей. Где вы в пятницу? У вас же в пятницу только сольфеджио. Ну и она сказала, в субботу мы отдохнем, а в пятницу по половинке сыграем. Ну ладно, разберемся. Он под парку. Да, Куда? под парку. Где? На поле. На хоре? Да. Свет выключил свет. Ты прятался под парту? На листик падал. Ну ладно, учительница мне пожалуется, тогда мы будем с вами беседовать. А вы нормально. Все, заходим. Семья вся собралась. Молочко ставлю кипятить для толчунки. Хорошее домашнее молочко. И обязательно хорошее домашняя маслица. Ну, не обязательно, это у нас есть, поэтому у нас это идет маслица домашняя. Покупаем мы его 500 рублей килограмм стоит оно. Но это у нас в станице так продают. А в городе оно будет дороже стоить. Это у нас так оно стоит, недорого. Маслица я сразу в картошку, в молоко кину. Пусть растаивает вместе. Все, доделываю быстро котлетки. Дети накрывают стол. Сделали чай. Ау. Что было? Ну, выли эту кружку, сделаем новую. То ли на ложке попало, то ли вот трясем, ходим. Выливай. Потому что неприятно, если кому-то попадется. В умывальник выливай. Вот эти, папа. Все.
В чай неприятно, если попадется что-то, конечно. После мукбанга у нас осталось вот столько котлет. Рекомендую делать эти котлетки, потому что эти котлеты ели все дети, да, дочь? Василиса подтирает полы и машет, да. Насколько малыши капризные в котлетах. Это куриные котлетки с немножечко сальцем. В них нет чеснока, лук пережаренный на масле сливочном, не сильно, взбитый блендером, чтобы детям не попадался. Маскировка такая. Добавила 2 яйца, у меня фарша было, ну, примерно, я там взвесивала, смотрела, около 5 килограмм. То есть у меня была вот такая большая головка лука, я из-за детей. Я бы еще побольше добавила, но было всего достаточно. 2 яйца, все перемешала. И в панировочных сухарях пожарила котлетки. Ваня съел котлету, Анюта 2 котлетки скушала, Снежана. То есть это удивительно, что Снежана и Ваня кушают котлетки. Они вообще только пельмешки кушают. Поэтому рекомендую прям тем, у кого капризные дети, как у нас, в плане еды.